Утро пятницы не предвещало никакой беды. Ученики готовились к первому уроку и потихоньку занимали свои места в учебных классах. Кто-то беседовал с одноклассниками, кто-то перечитывал материал по пройденным темам, кто-то строил планы на выпускной и предстоящую взрослую жизнь. А кто-то зашел в класс с дробовиком и начал расстреливать беззащитных школьников и учителей. Сюрприз! Этим человеком был Димитриус Пагорцис. Сегодня вы узнаете, кто такой Димитриус Пагорцис, зачем он расстрелял своих одноклассников и учителей, что послужило поводом к такому поступку, и при чем здесь видеоигры. Ответы на все эти вопросы вы узнаете прямо сейчас. Димитриус Пагорцис был обычным учеником средней школы. На момент событий ему было 17 лет. Одноклассники отзывались о нем как о тихом и застенчивом пареньке. И действительно, Димитриус был замкнутым в себе ребенком, интровертом. Но это не мешало ему участвовать в школьной, общественной и социальной жизни. Димитриус состоял в команде школы по футболу. Особых результатов не показывал, но и на запасной скамейке не сидел. Помимо этого, парень ходил после школы в танцевальный кружок. Он даже участвовал в греческом фестивале в Галвестоне в ноябре 2014 куда отправился вместе со своей танцевальной труппой. По воскресеньям ходил в местную греческую церковь. В общем, самый обычный ребенок. Тихий, спокойный и ничем не приметный. Родители Димитриуса не были ни алкоголиками, ни наркоманами, ни преступниками. Семья Пагорцис вообще была образцово-показательной. Глава семейства мистер Антониос Пагорцис был морским пехотинцем и часто бывал в командировках. Мать Димитриуса, Роуз Мари Косматос, была домохозяйкой. В браке Роуз и Антонио с 2000 года, и Димитриус был их первым и единственным ребенком. Греческое имя и фамилия Димитриуса Пагорциса не просто случайное совпадение или фантазия родителей. Отец Димитриуса был родом из Греции, тогда как мать имела латиноамериканские корни, что означает, что и Димитриус тоже имел греческие корни. Неудивительно, что он участвовал в греческом фестивале и ходил в греческую церковь. Вместе с тем, имея хорошую семью и играя немаленькую роль в жизни школы, Димитриусу не удавалось поладить с большинством одноклассников. Над ним многие издевались, и никто за него не заступался. Некоторые из одноклассников признавались, что даже учителя позволяли себе общаться с Димитриусом совершенно неподобающим образом и попросту травили его за неуспеваемость. И, как говорится, в тихом омуте черти водятся. Именно это и произошло с Димитриусом. Парень собирался после школы пойти служить в армию, по всей видимости, по стопам отца. За несколько месяцев до массовых убийств Димитриус начал оставлять подсказки в своих социальных сетях, намекая всем на предстоящее зверство. Так, за месяц до убийства Димитриус опубликовал в своем инстаграме фотографию футболки черного цвета, на которой белыми буквами было написано «Рожденный убивать». Помимо этого, стиль одежды будущего убийцы резко изменился. Димитриус начал приходить в школу в черном пальто до пола, и, как утверждают его одноклассники, носил его в любую погоду не снимая, даже в жару. Также Димитриус опубликовал в своих социальных сетях фотографию пистолета и ножа, которые вскоре он взял с собой в школу для расправы с обидчиками. И вот, когда, по всей видимости, кондиция ненависти была достигнута, Димитриус взял с собой в школу отцовский дробовик и револьвер и отправился осуществлять свои жуткие планы. 18 мая 2018 года около 8 часов утра Димитриус ворвался в художественный класс средней школы Сан-Хосе и, громко крикнув «Сюрприз!», открыл огонь по своим одноклассникам и учителям.
Первой его жертвой стала пожилая учительница рисования. Она даже не успела среагировать и понять, что происходит, как была хладнокровно застрелена. Следующими жертвами стали одноклассники Димитриуса, которых, к слову, он убивал выборочно. Те, кто симпатизировал Димитриусу, и те, кто никак не обижал его в школе. Молодой убийца оставлял в живых, охотясь лишь за теми, кто как бы то ни было мешал или докучал ему. Убив несколько учеников в классе рисования, Димитриус перешел в соседний класс и продолжил свое зверство там. Вскоре об случившемся инциденте узнала полиция, и начался штурм школы в целях захвата убийцы. Димитриус добровольно сдался полиции и попросил не стрелять в него. Пока полиция не обезвредила преступника, он успел унести жизни 10 людей, 2 учителей и 8 школьников. Помимо этого ранения получили 14 человек, в том числе один из полицейских, который первым приехал на место преступления. Из показаний свидетелей и очевидцев можно выстроить предполагаемые пути убийцы и атмосферу, царящую в тот момент в школе. Одноклассник Димитриуса, Питер Матуза, рассказал, что находился как раз-таки в соседнем помещении с классом рисования. Он не сразу понял, что случилось. Громкие выстрелы заставили всех в классе замереть и не двигаться. Все пытались понять, что происходит. Но мгновение спустя в класс ворвался Димитриус и начал выборочно убивать школьников. Питер поддался всеобщей панике и спрятался в укрытие, как раз в тот момент, когда в класс зашел Димитриус. На глазах Питера Димитриус убил его друга. Питер вместе с уцелевшими одноклассниками выбежал из класса и помчался к выходу школы. По словам Питера, он успел встретиться взглядом с Димитриусом и четко увидел на нем перекошенное от злобы лицо. Со слов другого одноклассника Димитриуса, Зефа Нуниса, он успел вместе с еще одним одноклассником спрятаться под партой за мгновение до того, как в его сторону полетели пули. Как только Димитриус начал перезаряжать свой дробовик, Зеф воспользовался моментом и быстро выбежал из класса. Бабушка одной из погибших школьниц рассказала, что Димитриус пытался ухаживать за ее внучкой, но получил отказ, за что тот и убил ее. Еще одна бабушка выжившего ученика рассказывала, что ее внук был некоторое время лучшим другом Димитриуса, но около года назад они разорвали свои дружественные связи. Причина такого поступка со стороны Димитриуса лежит в видеоиграх, в которые убийца частенько играл с ее внуком. По мнению женщины, игры были довольно жестокие и кровавые. Многие одноклассники после задержания Димитриуса, давая показания полиции, искренне удивились такому поступку и говорили, что даже не могли себе представить, что Димитриус способен на такое. Но, как оказалось, Димитриус был способен. Единственный, кто обратил внимание на поведение и изменения в характере Димитриуса, был Брайтон Сэмблс, напарник Димитриуса по футболу. Парень заметил изменения в Димитриусе и сообщил об этом руководству школы, чтобы те обратили внимание на поведение и изменения в Димитриусе. Но те проигнорировали его наблюдения и предпочли оставить все как есть. Возможно, если бы руководство школы вовремя обратило внимание на опасения Брайтона Сэмблс и поговорило с Димитриусом и его родителями, то данного инцидента можно было бы избежать. Но, к сожалению, этого не произошло. После ареста полиция нашла электронный дневник, который вел убийца. В нем он планировал свое преступление и в деталях расписывал все шаги. Также с помощью дневника полиция смогла отыскать в школе несколько самодельных взрывных устройств, которые Димитриус должен был активировать после расправы с одноклассниками. Также в дневнике Димитриус писал, что собирался покончить с собой после расправы над учениками. Но, по всей видимости, у него не хватило на это духу, так как, сдаваясь полиции, он просил не стрелять и не убивать его. После ареста Димитриуса поместили в тюрьму округа Галвестон. Ему предъявили 10 обвинений в убийстве, 14 обвинений в покушении на убийство и еще одно обвинение в нападении на государственного служащего с отягощающими обстоятельствами. В тюрьме Димитриус находился под стражей, и так как совершил тяжкие преступления, то возможности выйти под залог у него не было. По законам штата Техас, так как Димитриус являлся несовершеннолетним, то смертную казнь в качестве наказания к нему применить не смогли. Если бы его признали виновным, то убийца был бы приговорен к пожизненному заключению с правом досрочного освобождения через 40 лет. Но судебное разбирательство сильно затянулось. Рассмотрение дела долгое время откладывали и переносили благодаря стороне защиты. В итоге 4 ноября 2019 года 4 экспертов-психиатров признали Димитриуса Пагорциса недееспособным из-за своего психического состояния.
вследствие чего слушание по делу было перенесено на 12 месяцев. По прошествию 12 месяцев состоялась новая экспертиза, где Димитриус был снова признан недееспособным. 11 февраля 2022 года Димитриус в очередной раз был признан недееспособным, и рассмотрение дела вновь отложили на 12 месяцев. В настоящее время Димитриус Пагорцис, убийца 10 человек, находится в психиатрической лечебнице штата Техас, в городе Вернон. Помимо Димитриуса, к ответственности также могут привлечь и его родителей. По закону штата Техас, оружие должно находиться в скрытом, хорошо закрепленном месте, где его не смогут достать дети. Иск на семью Пагорцис – обвинение родителей в преступной халатности и бездействии, так как они предоставили сыну доступ к оружию. Предъявили несколько родителей погибших детей. На данный момент еще идет судебное разбирательство. По мнению отца Димитриуса, причиной такого поведения сына послужил буллинг и издевательство в школе со стороны одноклассников. К сожалению, подобные случаи со смертельными исходами в школах США не являются редкостью. Только с начала нашего столетия в США произошло около 150 перестрелок со смертельными исходами. А в 2022 году в США произошло 14 случаев стрельбы в школах, из которых 7 человек погибло и 13 получили ранения. Самыми страшными преступлениями, совершенными в учебных заведениях США, являются убийство 17 человек во Флориде в феврале 2018 года, убийство 26 человек в Коннектикуте в декабре 2012 года, убийство 32 человек в Вирджинии в апреле 2007 года. Все эти преступления, включая преступления Димитриуса Пагорциса, были совершены на почве буллинга и издевательства со стороны одноклассников и однокурсников. Кто виноват? Буллинг или свободное ношение оружия? Можно спорить бесконечно долго. Утраченные жизни это не вернет. Данное преступление послужило новым всплеском баталий и дискуссий в СМИ по поводу закона об оружии. Страна вновь поделилась на два лагеря. Тех, кто за свободную продажу оружия в стране, и на тех, кто против. Как бы то ни было, дискуссии по этому вопросу ведутся уже долгое время, но так и остаются дискуссиями. Оружие как продавалось, так и продается. А изменит ли запрет на оружие в стране положение дел и прекратит ли подобные инциденты, или во всем виноват буллинг и издевательство над слабыми и тихими школьниками? Можно спорить часами. Так что можете написать свое мнение в комментариях. А на сегодня у нас все. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаем вам хорошего дня и до новых встреч!